Ну что, ребятки, события в мире дайвинга происходят не так часто. И если возникают какие-то новости, в основном они не шибко веселые. Но сегодня не такой случай. В Хургаде открылся новый аттракцион, даже 3 штуки. Здесь сделали подводный парк военной техники. Вот. И мы спешим его с вами познакомить. Или уже вас с ним, или нас с ним хотя бы. В общем, о всем впереди. 7 лет. 7 упоительных лет мы по крупицам собирали информацию об открытии подводного музея в Хургаде. И да, я специально не называю его подводным музеем военной техники. Наверное, из-за надежд и амбиций проекта 2016 года. И поскольку менеджер проекта, как всегда, где-то спрятался, рассказывать обо всем придется мне. И с присущей каналу дотошностью мы не только расскажем о сути концепции, но и покажем 2 из 3 новых получившихся дайв-сайта. Конечно же, только 2, чтобы сохранить интригу. И совсем не потому, что третий мы по-прежнему не можем найти. И сами же слагаем о нем легенды. Пока дружище Ник негодует от правильности написания его фамилии в арабской транслитерации, я бы хотел познакомить вас с нашим судном. Его мы ласково окрестили «Мечта мужика», ну или Dream M, если вам так угодно. Тут есть неплохой бар, но что важнее, тут есть холодильник. И если до или после погружения вам захочется промочить горло чем-то не из списка бесплатных напитков, не стесняйтесь попросить команду закинуть ваше доп. Снаряжение в холодильник. Напоминаю только, что для дайверов категорически запрещается употреблять алкоголь до погружения, в идеале и после. Но если ваше турне никак не связано с погружениями, вряд ли что-то сможет удержать вас от баночки ледяного пива на мчащемся на максимальной скорости спортивном кате. Тем более, что температура воздуха сегодня опять превысила отметку в 35 градусов. Знакомство с дайв-ботом мы начнем с туалета. Он должен быть чистый, рабочий и объемный. Это никак не связано с последствиями морской болезни. Просто туалет на судне, если он соответствует всем нормам, одновременно является и душевой кабиной. И смыть себя и своего оборудования соленую воду тут гораздо удобнее, чем из маленьких краников в корме лодки. А дальше мы спустимся в святая святых, на нижнюю палубу. Редкий турист допускается в этот отсек лодки. Помещение больше напоминает берлогу в подвале из моего детства, если вы понимаете, о чем я. Но здесь живет царь-холодильник, привязанный к опорной конструкции. Чтобы не убежал, само собой. Главное достоинство нижней палубы – возможность закинуть свои чемоданы, дабы они не смущали никого своим видом во время обеда, да и просто не путались под ногами. Вы и без того найдете за что зацепиться. Уж ногами или взглядом не знаю, на верхних палубах. Оборудование профессиональных подводных фотографов еще раз намекает на важные цели нашего сегодняшнего турне. Важный момент. Если вы нацелились на посещение подводного музея и договорились об этом в дайв-центре, настоятельно рекомендую не тратить на него весь день. Идеальным вариантом станет первое погружение на одном из красивых дайв-сайтов, а уже второе – в музее. В процессе изложения своих мыслей я обязательно объясню почему. Отправной точкой сегодняшнего подводного приключения стали коралловые сады дайв-сайта Малый Гифтун. Благодаря нашим подписчикам нам удалось собрать замечательную команду из 6 человек. Под руководством нашего нового друга Антона, инструктора из DI, необходимость наличия местного гида отпала сама собой. Это служит потрясающим бонусом в погружении. Мы сами составили план, сами выбрали, куда двигаться, сами решили, что мы хотим увидеть, когда хотим разворачиваться и с какой скоростью передвигаться. Свобода и независимость от местных экскурсоводов позволяет полностью насладиться всеми видами подводного царства. Малый Гифтун предстал перед нами сегодня в облике огромного пухового одеяла из мягких кораллов, а обрыв на краю плато больше не пугает своей глубиной. Ты как будто встречаешь старого друга, у него есть что тебе показать, а у тебя есть багаж опыта, чтобы не поддаться его манящим глубинам. Разве что слегка прикоснуться к завесам тайны, поближе рассмотреть пещеры на глубинах до 40 метров и сделать еще одно открытие. Когда-то давно, отдыхая в одном из отелей Египта, я пытался купить натуральное масло хвои, но никто не мог понять, чего я хочу. Оказалось, что ели в пустынном крае не растут, а на Новый год местные экспаты наряжают лишь искусственные аналоги. Мы провели много часов под Новый год, чтобы найти настоящую зеленую красавицу. Все тщетно. А если присовокупить к этому факт, что египтяне практически не празднуют христианский Новый год, надежда стремительно угасала. Оказалось, что мы просто не там искали. Теперь же мы знаем, что своеобразную живую елку можно найти на 30-метровой глубине,
А чтобы установить ее дома, понадобится просто 100-литровая ваза с морской водой. Думаю, все получится к новому 2024 курортному сезону. На 35 метрах мы обнаружили вход в еще одну небольшую пещеру и направились ее изучать. Мало ли кто-то мог обосноваться. Любопытно до ужаса. Но подводные пещеры сегодня не порадовали нас наличием рифовых акул. Может, оно и к лучшему. С учетом наличия большой группы за спиной, находиться внутри пещеры весьма волнительно. Есть беспокойство, что вход останется перекрыт. Срочно нужно получать сертификат в РЭК или Каверн, чтобы победить очередные страхи. Да и как вы видите, подводный бокс от камеры GoPro снова меня подводит и переключается в режим таймлапс от давления воды на кнопку. Да ничего, новый уже заказан и в течение месяца должен прибыть в Хургаду. На этот раз металлический. Так что не будем огорчаться. Тем более, что сегодня у меня появилась возможность рассказать и показать вам так называемые станции очистки. Молодые дайверы часто сталкиваются с непониманием этого выражения. Докладываю. Станциями очистки называются специализированные СПА, совмещенные со стоматологическими услугами. Для рыб. Крупные морские хищники много едят, а вот для того, чтобы почистить зубы и жабры, у них не хватает, чего бы вы думали? Действительно, рук. Поэтому они забираются в неглубокие коралловые рифы, где маленькие подводные сотрудники оказывают им целый спектр услуг по очистке. Главное – устроиться поудобнее и открыть пошире рот. Мелкие представители рифа не будут им мешать во время проведения клининговых процедур, а мелкие глубины и острые кораллы не пустят сюда крупных хищников. Разве что несколько любопытных дайверов. Тесное общение с морскими обитателями позволяет угадывать их реакции на любые раздражители. Вы запросто можете спровоцировать крылатку на демонстрацию всех своих крыльев и ядовитых шипов, не нарушая при этом ее личное пространство и не рискуя самому быть отравленным ее ядом. Никогда не устану любоваться этими созданиями. Просто помните, под водой мы ничего не трогаем руками, несмотря ни на что. Только любуемся. Если не шуметь и выпускать воздух тонкими струйками, можно насладиться зрелищем целой стаи рыб-флейт. Они очень пугливы и обладают завидной скоростью, особенно когда чувствуют опасность. Но наша группа двигается спокойно и практически бесшумно, позволяя наблюдать за этими необычными рыбами с расстояния вытянутой руки. Для истинных фанатов подводной фауны отмечу еще пару забавных названий этих рыб. И да, это научные термины, без шуток. Эту рыбу называют пятнистая свистулька или зеленая свистулька. Поэтично и музыкально, хотя рыба молчалива и стремится скрыться от любого неожиданного шума. Кстати, о бесшумности. Не верьте никому, кто утверждает, что подводный мир является безмолвным. Это абсолютно не так. Поэтому давайте-ка перейдем к рубрике «Своими ушами». Знали ли вы, что кораллы безумно вкусные? Конечно, не для людей, а для, например, рыб-попугаев. Слушаем вместе. На этом водную часть из первого погружения можно считать законченной, чему очень рад Антон. Ведь мы плывем на поиски одного из дайв-музеев, а значит переходим к основной части нашего повествования. Как я говорил ранее, на момент записи видео мы побывали на 2 из 3 объектов военной истории Египта. Их-то я вам сейчас и покажу. Что, все тут? Доброе утро, ребята. Машины. Они вон прям под нами. Чтобы понять всю суть проекта, от идеи до реализации, давайте-ка перенесемся в далекий 2016 год. Именно тогда группа защитников природы, называемая Общество спасения и защиты окружающей среды, предложила губернатору провинции Красное море новый туристический проект – подводный музей. По мысли составителей проекта, наличие подводного музея, предназначенного как для специально обученных дайверов,
так и для менее подготовленных энтузиастов подводной жизни даст новые рабочие места и доходы города-курорту Хургада. В соответствии с предварительным проектом планировалось изготовить и водрузить на морское дно бетонные копии известных произведений искусства Древнего Египта. Вокруг полученного подводного города, построенного на мелководье, следовало, согласно проекту общества, соорудить подводное сооружение из стекла по принципу смотровых тоннелей. Также, кроме возможности посмотреть подводную панораму, у подготовленных дайверов будет шанс опуститься на дно в аквалангах. Все это великолепие привлечет туристов, считали в обществе спасения и защиты среды. С данной надеждой были солидарны и туристические организации Хургады. Отмечу, что решение реализовать аналогичный проект принято было и в Александрии. В мире действует несколько таких комплексов, и технология в принципе налажена. Они отличаются высокой стоимостью и непросты в обслуживании. Тем не менее, многие из них популярны и давно купили вложенные в них средства. Теперь вернемся в год 2023 и в реалии Египта. Концептуальный проект, который, безусловно, стал бы жемчужиной города, превратился в подводный музей военной техники и получил новое обоснование. Теперь все это якобы будущие искусственные рифы из затопленной техники. 15 единиц военной техники сбросили в воду в определенных местах в районах Шааб-аль-Сакала, Уарук-аль-Тауиль и Ар-Гама в Могавише. Местные власти считают, что любителей подводного плавания привлечет возможность исследовать военную технику в этом необычном подводном музее и одновременно наблюдать за поселившимися там морскими обитателями. Это так называемая новаторская идея, направленная на то, чтобы привлечь больше туристов к альтернативным местам и разгрузить естественные рифы, расположенные у побережья Хургады, в общем-то, правильная история. Причиной решения создания новых мест для дайвинга стало необходимость сохранения существующих коралловых рифов. С увеличением темпов застройки в районах Мухафаза Красное море, особенно в Хургаде, последовал беспрецедентный рост туристического потока. За первую половину 2023 года Египет принял уже 12 миллионов туристов, а также тысячи людей переехали в Хургаду на ПМЖ. Это привело к увеличению числа ныряльщиков на естественных коралловых рифах. На некоторых участках оно достигало более 200 тысяч погружений на место в год. При этом безопасным для окружающей среды на коралловых рифах Красного моря считаются не более чем 22 тысячи погружений на место. То есть уже сейчас количество дайверов на популярных дайв-сайтах близ Хургады превышает разрешенное в 10 раз. Ассоциация охраны окружающей среды взяла на себя поиск решений проблемы и в тесном сотрудничестве с сектором заповедников Красного моря провела необходимые исследования. Наблюдение и мониторинг показали ухудшение состояния ряда морских участков близ Хургады из-за чрезмерного использования дайверами и практиками подводного плавания. Поэтому было решено перейти от наблюдений к действиям и принятию мер по сокращению чрезмерного использования этих ресурсов. Всего 7 лет понадобилось двум комитетам, чтобы понять, что дела плохи и надо что-то делать. Это затонувшее оборудование через несколько лет, сугубо теоретически, обрастет кораллами и превратится в естественный коралловый риф, а также увеличит естественную популяцию рыбы. Почему теоретически? Как показывает практика использования военной техники под водой, приходится по душе далеко не всем живым микроорганизмам. И только на редких видах оборудования за годы сложился новый коралловый риф. Примером тому может послужить аналогичный музей в Саудовской Аравии. Увеличение количества мест для дайвинга за счет добавления этих искусственных коралловых рифов изменит индустрию дайвинга, увеличит прибыль и национальный доход Египта. Как ловко, не находите? Хочется и рыбку съесть, и прибыль не счесть. Конечно, возможно, что проект станет большим шагом в направлении сохранения египетских коралловых рифов, которые были классифицированы как одно из последних коралловых убежищ в мире, так как коралловые рифы гибнут во всем мире в результате изменения климата, и мы действительно очень на это надеемся. Но все озвученное не более чем мысли, планы и действия больших людей в правительстве и управляемых ими институтах. Наше же дело – посмотреть самим, показать вам то, что мы имеем по факту. Оба дайв-сайта, которые мы успели посетить, представляют собой песчаные отмели с глубиной не более 10 метров. С одной стороны, это хороший выбор глубины, поскольку посещение этих мест становится доступным не только для профессионалов, а даже для обычных отдыхающих с масками для плавания.
особенно когда погода и прозрачность воды позволяют разглядеть все военные радости с поверхности. Также, вероятно, доступ солнечного света к технике позволит ей быстрее окисляться и давать жизнь новым коралловым рифам. С другой стороны, кораллы растут очень медленно. Порой этот рост составляет всего 1 см в год, поэтому на данный момент, кроме 5 единиц военной техники, здесь не на что посмотреть. Буквально. Вы спускаетесь с гидом на дно, он показывает вам направление каждому экспонату и позже проводит по самому короткому маршруту между ними. Все это действо занимает минут 15-20. Остальное время под водой вы фактически принадлежите самому себе. Вокруг песок, ни рыб, ни кораллового сада, ничего. Песок и танки, танки и песок. Разница с поверхностью на данном этапе представляет собой только наличие соленой морской воды вокруг. Помните, я вас предупреждал, отправляясь в погружение в один из музейных дайв-сайтов, лучше сначала погрузиться на каком-нибудь красивом рифе, чтобы потом не разочароваться в Красном море целиком. Песок и танки. После разборки и снятия большинства оборудования, крайне трудно догадаться, что именно за техника перед вами. Неужели так сложно было поставить табличку на нескольких языках возле каждого экспоната? Тем более, что в прессе эти объекты описывают как очень важные, чуть ли не странообразующие экспонаты герои, каждый из которых сделал жизнь в Египте чудесной и безопасной. Так неужели такие важные и уважаемые машины не заслужили хотя бы таблички со своим именем? Не исключаю, что в будущем их добавят, и буду искренне этому рад. В данный момент узнать в той или иной технике что-то знакомое смогут только фанаты World of Tanks, которым мы передаем огромный привет и будем благодарны за расшифровку техники в комментариях. Если сможете указать название и точку на временной шкале видео, я обязательно добавлю ваши комментарии прямо в титры. Еще один огорчающий момент – полное отсутствие каких-либо указателей под водой. Не так трудно установить таблички со стрелками и закрепить их на дне. С якорными кольцами уже справились как-то. И уже если кто-то из сильных мира египетского посмотрит это видео, к вам отдельная просьба. Пока нет заявленных стеклянных тоннелей для туристов, с бегающими по ним футуристическими паровозиками и наблюдательными площадками, установите хотя бы границы зоны просмотра, чтобы молодой дайвер не уплыл случайно в открытое море в поисках следующего экспоната. Итак, недостатки и отличия обещаний от реалий мы обсудили. Теперь перейдем к достоинствам. В первую очередь нужно понимать, что создание любых объектов в Египте проходит по достаточно уникальному пути. Любое архитектурное сооружение тут всегда вводится в работу задолго до его финализации. Если в жилом доме есть хоть одна достроенная квартира, хотя бы из 100, она будет продана, и весьма вероятно, туда даже заселятся люди. Несмотря на то, что вокруг будет идти стройка, не будет электричества и водоснабжения, а окружающая дом территория будет выглядеть как жертва бомбардировки. Выражение «деньги не пахнут» в этой африканской стране возведено в абсолют. Поэтому остается надежда, что спустя год-два и эти дайв-сайты изменятся до неузнаваемости. Конечно же, мы будем следить за этим процессом и максимально подробно вам о нем рассказывать. Во-вторых, мы были бы не мы, если бы не нашли позитив в любом погружении. Поэтому начну с совета. Если уж вы собрались посетить подводный военный музей на данном этапе реализации, озаботьтесь наличием веселой группы из друзей, которых знаете лично. И в чувстве юмора которых не сомневаетесь. Как я говорил ранее, после первого круга в компании гида по всем 5 объектам локации вам предоставят свободное время для личного изучения экспозиции. А поскольку мы выступаем за мир во всем мире, то, конечно же, мы очень далеки от знаний о предназначении дополнительных выдвижных колес в бронетранспортерах и их цепных приводах. Мы ничего не сможем рассказать вам о связи огромных резиновых покрышек с борьбой за экологию в Красном море.
Нам не подвластен инженерный симбиоз карбюратора от «Жигулей» с огромным танковым двигателем. И нам, само собой, ничего не известно о назначении гребного винта у старинных амфибий советской эпохи. По факту, мы просто хотели показать вам вот эту медузу, которую многие принимают за окаменевшую. Ладно, шутки в сторону. На самом деле, мы решили провести репетицию правильного, на наш взгляд, военного парада в идеальной стране. Стране, где военная техника останется только в музеях и желательно в нерабочем состоянии под водой. Стране, где человек сможет только догадываться о предназначении этих механических гигантов и их агрегатов. Так что добро пожаловать на экскурсию на парад от канала Море. Знакомьтесь, это ваш улыбчивый гид Антон. Он показывает, я рассказываю. Начнем мы с инноваций. Вот это замечательное устройство в ходе парада техники может забросить конфеты даже на самый крайний ряд трибун. Ни один ребенок не окажется лишенным сладкого угощения. Возможно, замена конфетного картриджа на картридж с мороженым для парадов в летнее время. Наш штатный инженер Роберт уже продумывает интерьер для нового семейного автомобиля. Тут есть место для огромного телевизора, пары диванов и даже для детской коляски. Конечно, в условиях современного мира полный привод на 6 колес не так уж и нужен. Поэтому по желанию потенциального покупателя демонтаж лишних колес проходит прямо на месте. Видите, как удобно? Было 6, стало 4. А на освободившуюся ось можно подвесить декоративное ведерко или цепочку с консервными банками для свадебного кортежа. Даже маленький аэротрон пребывает в восторге. Двери во всей технике на нашем параде, конечно же, всегда должны быть открыты. Это позволит увидеть героев новой страны целиком, с головы до пят. А любой посетитель сможет без труда, ну или почти без труда, осмотреть салон любого предоставленного экспоната. Вообще, тренировка плавучести может стать обязательной частью программы мероприятий. Наверное, даже стоит избавиться от дверей совсем, чтобы посетители не цеплялись за разные рычаги своими шлангами регуляторов. Основы заложены, можно начинать парад. Открывает его борт-инженер Высоцкий на своем броневичке. Подтяжки заправлены, грудь выпечена. Самый настоящий генерал. Он приветствует зрителей, дает старт движению колонны, а позже, незаметно для всех, готовит оборудование для праздничного салюта из карамельных петушков. Специально приглашенные участники парада из арабских стран проходят маршем справа налево вдоль колонн мирной техники. Не удивляйтесь направлению движения. Как известно, арабская письменность читается и пишется справа налево, еще со времен иероглифов в пирамидах. Экзотика. И да, двери определенно следует убрать. Не побоявшись окончательно испачкать свои парадные мундиры, перед вашими глазами появляются представители различных школ дайверского искусства прямо на бортах своих подводных экипажей. А представители новой школы боевых балерин демонстрируют свои навыки вдоль колонны. Удивительная техника. Трибуны ликуют. Апофеозом мероприятия становится признание представителей некогда не самых дружелюбных друг другу стран, вечной любви
и уважения. Впервые в мировой истории это событие происходит в положении лежа. Тем временем наша колонна стремительно приближается к площади Мирового мира, где рыба-флаг уже собрала роту почетного караула для праздничного танца. Площадь светится всеми цветами радуги, зрители окружают ее со всех сторон. И вот действо начинается. Рыбы-солдаты, переименованные в рыб-матросов, показывают чудеса синхронности. Заряд праздника светится в их глазах. Каждый поворот, каждый рывок, каждое действие. Безукоризненно. Они навсегда победили гравитацию. Остается передать наши комплименты командиру. Он скромно прячется в тени коралла. Ведь настоящий командир не гонится за званиями и медалями. Для него важно, чтобы люди вокруг были счастливы и чисты на руку. Завершает торжественный парад мирной техники пролет Роберта в лучах заката. Он машет трибунам крыльями и обещает вернуться с новыми пируэтами как можно скорее. Мировое знамя дайв-центра гордо развивается в темнеющем небе. Ну что, это уже что-то другое, это уже хорошая альтернатива, это уже шаг к чему-то новому. Застоявшаяся Хургада меняет свои правила. И пусть пока это не настолько интересно, не настолько продумано, но это уже что-то. А мы сейчас думаем только об одном. Сможем ли мы отстирать вообще все свои вещи? Надеюсь, что получится. Ляхой. Все участники нашей постановки заслуженно получают по бутылочке ледяной стеллы, а мы будем пристально следить за развитием подводного музея и верить в его успех.